Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим невероятно нежный яблочный торт-пирог с сочной ароматной начинкой из яблок и песочным, тающим во рту тестом. Пирог очень вкусный и с легкостью заменит любой торт на столе. Готовится очень просто из доступных ингредиентов. В описании под видео указано все количество продуктов. В чашу миксера я вбила 3 яйца, добавляю немножко соли, сахар и ванильный сахар. И взбиваю до пышной светлой массы. На это обычно уходит около 15 минут. Затем сюда добавляю мягкое сливочное масло. Его нужно заранее достать из холодильника. И снова взбиваю. Масса станет еще более пышной. Добавляю сметану, неважно какой жирности, и еще секунд 30 взбиваю. Помогаю силиконовой лопаткой, чтобы все равномерно вмешалось. Далее я смешиваю муку с разрыхлителем и в несколько приемов просеиваю в миску. Замешиваю тесто вначале силиконовой лопаткой. Тесто должно получиться мягким, не липнущим к рукам. Все количество муки сразу не добавляйте, так как может уйти немножко больше, либо немножко меньше от указанного мною. Тесто получается очень мягкое, податливое, но такое похоже на пластилин. Я его кладу в полиэтиленовый пакет и убираю в холодильник минут на 30, пока буду готовить начинку. Яблоки я помыла, очистила от кожуры и натираю на крупной терке. Готовой начинки должен получиться 1 килограмм. Добавляю в яблоки сок лимона и перемешиваю. Выкладываю начинку на сухую сковороду и буду тушить 10-15 минут до мягкости яблок. По вкусу нужно добавить сахар, если яблоки кислые, и ванильный сахар для аромата. Когда начинка становится похожа на повидло, я снимаю ее с огня, перекладываю в миску, чтобы быстрее остыла. Выпекать буду в прямоугольной форме, дно и бока застилаю пергаментом. Тесто выкладываю на силиконовый коврик и делю его на 3 равные части. 2 из них убираю пока в полиэтиленовый пакет и буду работать с одной. Раскатываю в прямоугольник. Толщина теста должна быть не более 5 мм. Тесто очень нежное, оно может рваться, поэтому с ним нужно работать аккуратно. Я его при помощи скалки переношу в форму. Но даже если тесто где-то и порвется, то не страшно, можно очень легко сформировать прямоугольник. Вот так вот лишние края я подворачиваю вовнутрь и прижимаю, чтобы тесто стало более плоским и равномерным по толщине. Начинку делю условно на 2 равные части и одну выкладываю на первый корж. Равномерно распределяю. Далее раскатываю вторую часть теста. И снова аккуратно переношу в форму. Размер прямоугольника должен быть чуть больше вашей формы. Подворачиваю все края вовнутрь и аккуратно прижимаю. Выкладываю оставшуюся половину начинки и распределяю ровным слоем. Раскатываю последнюю часть теста. Накрываю сверху начинку и подворачиваю все края.
Густо накалываю пирог вилкой, чтобы он равномерно пропекся. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Пирог выпекается 40 минут. Приготовлю глазурь. Здесь у меня сахарная пудра. Я добавляю сюда лимонный сок и молоко. Глазурь должна быть не жидкой и не густой. Если вдруг вы перелили жидких ингредиентов, то просто добавьте еще сахарной пудры. Перекладываю на поднос пирог и снимаю пергамент. Сразу же горячий пирог я покрываю глазурью, но здесь я не учла один нюанс, что мой поднос не плоский, и вся глазурь начала стекать к центру пирога. Поэтому я решила перенести пирог на ровную поверхность. Выливаю сверху всю глазурь. Пирогу нужно дать постоять, чтобы глазурь окрепла и впиталась в пирог. А далее уже можно нарезать на порционные кусочки. Вот такой красивый пирог получается в разрезе. Он очень яркий, сочный, вкусный, ароматный. Тесто мягкое, буквально пирог тает во рту. Делается он совершенно несложно. Обязательно пробуйте, радуйте своих родных и близких. Я уверяю вас, что этот пирог по вкусу не уступает многим тортам, а делается намного проще. Продукты все доступные, так что обязательно выпекайте. Если рецепт вам понравился, вы будете его использовать, то очень жду ваших комментариев под этим видео. Ну а если видео мое понравилось, то не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Поддержите меня лайком, если вам не сложно, и делитесь рецептами с друзьями. Буду очень благодарна. Всем желаю мира и добра. Пока!